Посмотрите, это самая настоящая пустыня Мохаве. Вы ее могли не раз видеть в американских фильмах. И на самом деле это не такая пустыня, как вы себе представляете. Это высокогорная пустыня. В прошлом видео мы стартовали наше путешествие на пирсе Санта-Моника и проехали часть калифорнийского маршрута 66 по Большому Лос-Анджелесу, который так агрессивно и беспощадно поглощал его последнее столетие. Выяснили, почему в 80-х дорога стала невостребованной и исчезла с карт. У 66-го хайвея нет одного маршрута. Он менялся десятки раз. Его спрямляли, переносили, всячески обходили города. Поэтому сегодня существует аж несколько версий хайвея. И все они настоящие. Проехали через безумный Голливуд. Везде очереди, все попахивает небольшим криминалом. Олдскульный город Пасадена. Если вы просто попадаете сюда, для вас это может стать просто проездной улицей. Но если вы стараетесь копнуть поглубже, то улица приобретает совершенно другой вид. Попробовали еду в заведениях со значком Route 66. Это что-то похожее на блин. И уже даже успели переночевать в вигвам-мотеле. В итоге мы добрались до самого края цивилизации. Ощущение, что ты едешь никуда, появляется именно здесь. Это самый настоящий автомобильный кинотеатр. Они сделали очень хитро. Ты должен настроиться прямо на определенную радиоволну, и звук будет идти прямо из колонок в твоем автомобиле. Ты вроде все еще в Калифорнии, но это уже не Лос-Анджелес, не Голливуд и далеко не тот мир, который все знают. Ребят, я еще никогда своими глазами не видел город-призрак. Посмотрите, вот первый дом, который я встретил, он просто внутри полностью засыпан песком. Это другая Америка. Та, где нет декораций. Вот такая была раньше военная техника в США. Смотрите, как форточки открываются. Очень круто. Та Америка, где остаешься один на один с дорогой. Внутри что-то срабатывает, какой-то инстинкт самосохранения. И именно здесь начинается настоящая Route 66. Зимой здесь все запросто может быть покрыто снегом, а летом просто невыносимая жара. И самый прикол, что основа почвы здесь не песчаная, а каменистая, что характерно для высокогорной пустыни. А еще почти везде растут вот такие вот деревья Джошуа Трee. Эти странные инопланетные деревья – эндемики пустыни Мохаве, то есть больше они практически нигде не растут. А их фирменная фишка – это их кривые ветки, колючие руки и ни на что не похожая форма в целом, как будто декорации к какому-нибудь CSI-fi фильму. Эти деревья находятся под особым надзором. Даже территорию, где они растут, объединили в гигантский национальный парк, который так и называется Joshua Tree National Park, чтобы природозащитные законы на его территории были особенными. Но это, скажем так, небольшой спойлер того, каким будет Route 66 буквально через несколько десятков миль. А пока что вы помните, да? Мы на границе Большого Лос-Анджелеса и только-только покидаем мегаполис. При выезде из Большого Лос-Анджелеса Route 66 становится диким и даже опасным буквально сразу. Ведь чтобы по-настоящему выехать из Большого Лос-Анджелеса, сначала нужно пересечь перевал Каньон-Пас, который является одним из главных транспортных коридоров на западе США. Чтобы вы понимали, если его перекрыть, Лос-Анджелес будет буквально отрезан от страны. Через это место проходит все. Еда, техника и одежда. Ты едешь и видишь поезда, очень длинные поезда, длиной зачастую 2-3 километра, которые до больших городов обычно даже не доезжают из-за своих размеров, поскольку просто могли бы парализовать сразу несколько городских районов своим присутствием. И в этот момент ты понимаешь, это не просто поезд, это продовольственный поток страны. Обычно такие поезда используют только один локомотив, который тащит за собой все сзади идущие вагоны. Но здесь спереди может быть 2 локомотива и еще один сзади. Вот настолько они длинные и тяжелые. Тут такие объемы, что самолетами или фурами через всю страну такие объемы тащить нужно было бы просто месяцами. Также, как вы можете видеть, практически все вагоны изрисованы граффити. Вот как раз сейчас поезд поехал, прям совпадение. Я снимал его с дрона, и он просто невероятно длинный. Да, конечно, когда такая махина двигается рядом с тобой, внутри что-то срабатывает, какой-то инстинкт самосохранения.
Раскидать по локальным городам все эти грузы – задача уже трак-драйверов. И вот здесь уже начинается реальный экстрим. Вся проблема в ландшафте, на котором находится перевал. То есть ты вроде едешь по Калифорнии, а погода тут как будто из другого штата. Например, может выпасть снег, и в этом случае вся трасса будет полностью парализована. Для местных это, конечно же, полнейшая катастрофа, поскольку к снегу тут никто и никогда технически не подготовлен. Но это еще не все. Если снег – явление плюс-минус редкое, то вот затяжные спуски и подъемы на перевале – явление достаточно распространенное. Тут постоянно кто-то едет 10 км в час и борется с перегревом двигателя на подъеме. Здесь также очень мощные боковые ветра, у которых даже название свое есть – Santa Ana Winds. И, увы, периодически им удается перевернуть этот многотонный грузовик. И даже на спуске легче не становится. Тормоза могут отказать. Для тех, кто не в теме, объясняю. На этих здоровенных траках нет привычных нам с вами гидравлических тормозов, как на легковушках. Там стоят пневматические, поскольку гидравлика просто не справится с 40-тонной фурой. И здесь есть один нюанс. Чем чаще ты нажимаешь на педаль тормоза, тем меньше воздуха остается в системе и тормоза слабеют, пока не накачают воздух. Ну, вы поняли. Именно поэтому на такой случай на спусках стоят Runaway Track Ramps, или попросту песчаные ловушки, куда можно влететь и отделаться хоть и не без ущерба, но хотя бы никого не убить. Кстати, использование данной ловушки обойдется водителю, внимание, до $50 тысяч. В эту стоимость включен штраф, извлечение вашей машины и, конечно же, ремонт самой ловушки. Цвета исчезают, зелень пропадает, звуки становятся тише. И ты это чувствуешь мгновенно, потому что сразу после перевала мы оказываемся в пустыне Мохаве Дезерт. Именно этот участок Route 66 на всей трассе считается самым жарким. И это несмотря на то, что Аризона еще только впереди. А летом температура здесь нередко превышает 50 градусов по Цельсию. Вот именно так начинается самый настоящий Route 66, каким я его себе представлял. Палящее солнце, раскаленный асфальт и дорога через пустыню. И главная фишка здесь, ребят, знаете в чем? Это не просто пустыня, это высокогорная пустыня. Она на 1,5 километра выше уровня Тихого океана, который от нас буквально в 150 километрах. И именно из-за этого здесь есть свои уникальные особенности. Днем здесь обычно 50 градусов по Цельсию и выше. Ночью температура падает до нуля. Контраст, конечно, просто экстремальный. Сейчас впереди у нас еще городок небольшой будет, поэтому змей и койотов, я так понимаю, пока что бояться не стоит. Здесь очень жарко. Асфальт реально раскаляется. Дорога как будто растворяется впереди. И так будет еще на протяжении аж 4 штатов. Настолько гигантская эта пустыня. Ей, кстати, принадлежит мировой рекорд самой жаркой точки на Земле. Это наравне с конкурентами пустыней Дештелут в Иране и африканским городом Кибили в Тунисе. Одна из самых главных ошибок, которую можно здесь совершить, это не иметь с собой 4-5 литров воды на человека в день, потому что дальше расстояния между городами будут измеряться десятками километров. А как вы понимаете, не каждый автомобиль будет способен выдержать такую жару. Здесь недалеко, кстати, та самая известная военная база Area 51, которая, по легендам, появилась на месте крушения НЛО в 1947 году. И чтобы, собственно, информация о крушении НЛО никуда не просочилась, базу решили построить прямо на месте крушения этого самого НЛО. И до сих пор часто появляются люди, которые объявляют себя бывшими работниками этого места и рассказывают, что там в те года все-таки проводили вскрытие инопланетян, изучали их технологии и даже пытались скопировать их корабли, но так ничего и не получилось. И, кстати, я уверен, что в таких случаях правительство может даже не переживать, что найдутся сотрудники, которые захотят слить эту информацию общественности, потому что им все равно никто не поверит. А вы что думаете на этот счет? Падало ли на Землю НЛО все-таки?
Проехав еще 25 миль, мы попадаем в один из самых интересных городов на северо-востоке от Лос-Анджелеса – Викторвиль. Кстати, самый крупный музей Route 66 тоже находится в этом городе. Я, конечно же, заходил в него, но это совсем отдельная и неподходящая история для этого выпуска. Поэтому, кому интересно, смотрите на Boosty или Patreon. Дальше из города по нашему маршруту идут сразу две дороги. Быстрый и современный 15-й хайвей и старый добрый, но уже не актуальный Route 66. На карте видна разница в протяженности обеих дорог, но самая главная фишка не в километрах, а в разрешенной скорости. По 15-му широченному хайвею дорога до следующего городка Хеллендейл заняла бы всего 30 минут, в то время как по Route 66 пришлось бы ехать через населенные пункты по однополосной дороге, что в лучшем случае заняло бы у нас минимум 45 минут. Это, пожалуй, хороший пример того, почему 66-й хайвей официально исчез. Дешевле было построить более широкую дорогу рядом и не трепать себе нервы с инфраструктурой, которая за годы вплотную облепила легендарный маршрут. Но тогда вряд ли задумывались о том, что это его и убьет. Значит, я сейчас направляюсь в сторону Аризоны по нашей с вами узенькой дороге. А вот там, вот видите, основной широкий хайвей проходит. И что я хочу сказать, ребят, вот так вот выглядят последствия строительства вот этих вот новых широких хайвеев. Именно так умирали маленькие города. Здесь когда-то был чей-то дом. Я так могу предположить, что владельца автосервиса или мотеля, стоящего вот буквально за углом. Потому что оба бизнеса сейчас полностью брошены. Тут нет никакого смысла больше ехать, куда бы ты ни ехал. И сейчас люди просто в ловушке и не знают, как им дальше выживать на этой дороге. И я так понимаю, вот некоторые даже пытаются получить какие-то деньги со страховой, чтобы просто свинтить отсюда. Конечно же, мы с вами поехали по старой дороге, потому что наша задача не добраться до конца, а посмотреть, что история сохранила для нас на маршруте. Нам нужно понять эту атмосферу, посмотреть самые крутые места, которые все-таки остались и живут за счет туризма. Кто знает, может быть, в один день и вы решитесь приехать в Штаты и проехать весь этот маршрут самостоятельно. Это совсем другой отдых, поверьте. На старой дороге все еще можно встретить работающие заведения, которые хоть и сохранились в первозданном виде, однако теперь их внешний вид просто кричит о том, что это исторический маршрут 66, чтобы хоть как-то завлечь посетителей. Вот здесь хороший пример того, почему пришлось строить новый хайвей рядом, а не просто расширить Route 66. Посмотрите, насколько близко к дороге стоят те самые легендарные строения, которые обслуживали водителей. Тут может быть, метра, не знаю, 3 до дорожного полотна, и все это парковочная зона. То есть прям чувствуется, насколько в прайм-тайм того времени все вот это вот строилось, насколько можно просто ближе к дороге. Тогда, конечно, никто не думал о потенциальном расширении. Тогда не было таких законов, автомобильный мир только-только зарождался. По тем временам города возле дорог проектировали, конечно, совсем по-другому, если это так можно назвать. По крайней мере, старались сделать людям удобно. Сделать инфраструктуру буквально на дороге. Как показывает практика, это была большая ошибка – позволять планирование не инженерам, а владельцам территории. С другой стороны, именно люди, которые обладали нестандартным мышлением, сделали дорогу настолько необычной и порой даже странной. В этом месте уровень кринжа взлетает просто до каких-то космических уровней. Деревья сделаны из мусора и стеклянных бутылок. Прямо такой небольшой лес, если можно так выразиться. В 60-х у одного местного жителя было достаточно странное хобби – коллекционировать бутылки. И за все это время скопилось больше 10 тысяч бутылок. И после его смерти сын этого человека решил не выбрасывать эти бутылки, а сделать вот такой вот арт-объект. Это место построил один человек, не ради бизнеса, не ради туристов, а просто чтобы сохранить память о своем отце. И теперь это символ Route 66. Тут даже своя своеобразная атмосфера присутствует. Я могу слышать, как они звенят на ветру. И, похоже, птицам очень нравится это место. Слышите, как их много? Куда же без автомобилей? Джипик вот старенький стоит. Когда я говорю джипик, я имею в виду марку Jeep. Еще и в комплектации Willys. Обалдеть.
Ладно, пойду попробую найти владельца. Может быть, он расскажет нам какую-то интересную историю. Вообще не похоже, что здесь кто-то есть. Никто не выходит. Хотя кондиционер работает. Hello? Хорошо, что мы не в Техасе. А то я бы чувствовал себя ходячей мишенью. Ну что, похоже, что хозяин интервью не дает сегодня. Поедем дальше. Вот чем мне еще нравится путешествовать по этой дороге, это то, что даже самые известные бизнесы, вопреки брендбука, могут быть изменены просто до неузнаваемости. Вот посмотрите, это Макдональдс, переделанный под типичную железнодорожную станцию середины 19 века. Даже настоящие вагоны поставили. И это не дань уважения легендарному хайвею. Таким образом, многомиллиардный ресторанный бизнес просто пытается выжить среди, очевидно, более сильных тематических конкурентов. Но вот скажите, кто захочет есть в обычном Макдональдсе, если рядом стоит кафе в стиле Route 66? И прикол в том, что внутри можно сесть прямо внутри железнодорожного вагона, чтобы, так сказать, на себе ощутить вот эту вот атмосферу Дикого Запада. Ну и, конечно же, чтобы попробовать самых настоящих американских бургеров. Значит, что я купил? Это картофель фри. Самый настоящий картофель фри из Макдональдса. И я взял чизбургер. Сейчас будем пробовать чизбургер. Раньше мне казалось, что они должны быть гораздо больше, но вот он буквально, я не знаю, у меня не такая большая ладонь, но он прям малюсенький. На вкус довольно приятный, но нижняя булочка, она как будто бы, знаете, отсыревшая. Так, теперь давайте попробуем картофель фри. Знаете, я еще никогда не ел ничего более безвкусного. Вот ты его прям ешь, у него вообще нет вкуса. Он не соленый, не сладкий, как будто ты ешь просто что-то по консистенции похожее на картофель фри, но вкуса нет вообще никакого, ничего. Не знаю, может, я уже вырос из этой еды, но я не могу это доесть. Кстати, проезжая этот город, Барстоу, люди очень часто сворачивают в Лас-Вегас и проезжают маршрут через него. И это действительно неплохая идея для туристического маршрута, но они пропускают огромное количество интересных мест. А вообще Вегас никогда не был частью Route 66. Это всегда была просто опция – сделать такой вот небольшой крюк. Ну а мы сейчас отправляемся в следующий город Нидлс, на границе со штатом Аризона, по самому настоящему Route 66. И по пути как раз узнаем, что теряют те, кто проезжает маршрут в объезд через Вегас. Ребят, я вам сейчас покажу одно место, в которое я мечтал попасть всю жизнь. Это самый настоящий автомобильный кинотеатр. Я немного обломался, когда сюда приехал, потому что он закрыт и похоже, что уже очень давно не работает. Но Google карты писали, что он работает. И даже написали, что сегодня будут показывать «Звездные войны». Я ехал сюда с надеждой посмотреть фильм после захода солнца, но не судьба. Все равно расскажу, как это работало. Давайте сейчас покажу, как это было и насколько обломно это выглядело. Подъезжаю, значит, я оплатить билетик. И здравствуйте. Пожалуйста, проходите в снэк-бар. Спасибо. А вы как думаете? Может быть, я просто слишком заранее приехал и через полчасика кто-то придет и продаст мне билетик? Вообще, золотая эпоха, как их называют, драйв-ин кинотеатров в США была в 60-е. В то время, когда люди буквально перестали вылазить из автомобилей. Это был прям пик автомобилизации. И съездить со своей второй половинкой в такой автомобильный кинотеатр можно было практически в любом районе города. Вот настолько они были популярны. Короче, понятно, да? Ты заезжаешь, паркуешься на территории, и тут нет колонок. Они сделали очень хитро. Ты должен настроиться прямо на определенную радиоволну, и звук будет идти прямо из колонок в твоем автомобиле. Я уверен, что это были бы просто незабываемые ощущения от просмотра фильма и прямо из автомобиля под звездным небом в пустыне,
рядом с другими людьми, которые тоже сидят в своих автомобилях. И все это, еще раз, под звездами в пустыне Мохаве. Вот за такие простые чудеса люди и любили Route 66. Сегодня, к сожалению, этот драйв-ин кинотеатр один из последних в стране. Тут уточню, который еще не был разобран до конца. В 80-х, с появлением домашнего телевидения, люди стали реже ходить в такие места. Да, и эпоха закончилась. Люди стали реже воспринимать машину как место для тусовки. Изменилась и мода. Кинотеатр под открытым небом был идеальным местом для свидания, почти как ритуал. Поэтому сегодня это скорее очередной культурный артефакт, который перемещает тебя в атмосферу старой Америки. Кстати, в этом городе я ночевал в мотеле под названием Route 66. Поэтому заходите в мой телеграм, там я сделал рум-тур. Мотель крутой, но без приколов не обошлось. Ссылки на телегу в описании. Ну, а тут у нас еще не все потеряно. 2 экрана пока стоят на месте. Парковочные ряды тоже ничем не заняты и на вид достаточно чистые. Будем надеяться, что в один прекрасный день этот кинотеатр снова откроет свои ворота для людей. Ребят, я еще никогда своими глазами не видел город-призрак, но вот сейчас я его проезжаю, и это замечательная возможность это исправить. Это, знаете, по современным меркам такой еще достаточно маленький городок, я бы сказал, даже больше поселения. И это поселение находится в том самом месте, где пустыня Мохаве становится дикой и необитаемой. Добро пожаловать в первое на нашем пути поселение-призрак. Технически, это один из районов Ньюбери-Спрингс, у которого сегодня даже нет официального названия. Здесь нет ни указателей с названиями улиц, ни даже дорог в классическом понимании. Только дома, которые постепенно поглощает беспощадная пустыня Мохаве. Посмотрите, вот первый дом, который я встретил, он просто внутри полностью засыпан песком. Вот эта вот дюна огромная идет. И вот смотрите, это раньше был забор. Чей-то забор. Вот в этом месте он вообще полностью засыпан песком. Давайте попробуем забраться на эту дюну, посмотрим, какой вид открывается сверху. Вы представляете? Я сейчас просто стою на крыше чьего-то дома. Смотрите, его прям полностью засыпало. У меня все кроссовки уже забиты песком. Просто невероятное зрелище. То есть, представляете, раньше здесь жили люди, а теперь пустыня просто поглотила все настолько, что даже внутри домов просто тонны песка. А вот эта часть, это, видимо, был какой-то амбар или еще что-то. Вообще здесь достаточно стрёмно идти, потому что здесь везде следы каких-то собак. И я не думаю, что это прям собаки, я думаю, это какие-то хищники. Вот строение новое, прям кирпичики все новые, но все остальное, конечно, уже видно, что брошено очень давно. Вот еще один дом здесь стоит поблизости. Наверное, это был, может быть, гараж. И причем, смотрите, блоки прям новые. Как будто бы это было построено прямо вот вчера, смотрите, да? Вот эти вот кирпичи. То есть он вон там прям доверху, прям с крыши и до самого низа засыпан. История конкретно этого поселения достаточно проста. В середине 20 века фермеры пытались развивать здесь сельское хозяйство. Но из-за непосредственной близости к дикой пустыне в какой-то момент это стало делать все сложнее и сложнее. И в итоге целый район был просто брошен. Ветер же тем временем десятилетиями засыпал песком дома. И некоторые из них буквально оказались занесены дюнами. Ребят, я заехал сюда поесть настоящей американской кухни и заметил, что у них тут стоят автомобили тех лет, когда был их расцвет, и они, собственно, ездили по Route 66. Значит, тут у нас Chevrolet Advanced Design 47 года, которая работала в Fire Department, то есть пожарники. Краска уже потихонечку слезает, ткань с обшивки так вообще слезла полностью. Вот так выглядят 70-летние автомобили. Скоро и ваши BMW будут так же выглядеть. А вот это самый настоящий военный грузовик AM General M35A2.
Это все те же 50-е годы. Вот такая была раньше военная техника в США. Смотрите, как форточки открываются. Очень круто. Видите, система подкачки здесь выведена тоже наружу. Вообще, посмотрите, он громадный просто, реально. Посмотрите на уровень подкрылков. Прям реально грузовик, как вот из какой-то игры, из Call of Duty. А вот эта красотка Ford F-Series 53-го года. Я не знаю, в какой службе она работала, похоже, просто гражданская. Она прям такая огромная, надутая. Смотрите, какой бампер, здесь можно вчетвером стоять. Еду сейчас, короче, такой, тут бац, короче, вот этот столб стоит с кроссовками и какая-то тачка стоит. Я не знаю, с какой целью люди здесь оставляют свою обувь. Наверное, не знаю, может быть, они надеются, что это принесет им удачу. Но мне кажется, что я могу чувствовать запах всей этой обуви. Вот, собственно, автомобиль. Видно, что он уже такой, знаете, ремонтированный, шпаклеванный. Я даже не представляю, что это за модель. Кто знает, напишите, потому что здесь ничего, никакого шильдика от нее не осталось. Вот видите, как все трескается. Это значит, что ее ремонтировали буквально цементом, знаете, строительным. Вон там еще даже руль есть, он чуть-чуть отвалился. Вон там чьи-то кроссы есть, нужны кому. Адресочек скину. Напишите мне. Видите вот эту гору, ребят? Это самый настоящий вулкан. Называется он Эмбой кратер. Это вулкан в пустыне Мохаве, который появился почти 80 тысяч лет назад. Он не сильно большой, всего 76 метров в высоту, а его диаметр 457 метров. Но самое интересное, к нему можно подняться пешком. Простите, что я в очках, просто в такую погоду просто глазам будет сразу конец, если я их сниму. Температура такая, вот бывали когда-нибудь в бане, знаете, вот 90-100 градусов. Вот от этого асфальта, вот знаете, так шпарит прям, как в самой настоящей бане. Я не знаю, вам видно или нет, я просто весь красный, просто вот реально баня. Короче говоря, вот подъехал я сейчас к этому вулкану, и вот здесь вот такая вот зона, здесь парковочка, вот здесь даже тоже кто-то приехал. И можно вот там пойти в беседочке посидеть, в теньке спрятаться. Но также как опция можно пойти на хайк и забраться на вулкан. Температура сейчас всего лишь 42, но после того, как я увидел там вот знак, я в принципе понял, что если что там с тобой случится на этом хайке, то в принципе тебя никто спасать и не собирается. Значит, путь до вершины 5 километров, но нам еще в Аризону ехать, поэтому я думаю, будет благоразумнее отправить туда не меня, а дрон. Вообще он не извергался уже 10 тысяч лет, и поэтому я думаю, что это правильное решение туда не ходить, потому что я уверен, как только я туда заберусь, сразу будет извержение, его вулкана. Внутри самого кратера, к сожалению, нет никакой бездны в никуда, с кипящей лавой на дне. Как я уже сказал, последний раз извержение было 10 тысяч лет назад. И судя по тропам прямо в жерле вулкана, сегодня люди крайне недооценивают потенциальную опасность. Хотя, честно говоря, в другое время года и я бы с удовольствием туда прогулялся. Без остановок калифорнийская часть легендарного хайвея проезжается за 4-5 часов. Это почти 400 километров. И с тех пор, как мы выехали из Большого Лос-Анджелеса, 90% пейзажей за окном – это просто бесконечная пустыня и холмы. Поэтому, если не знаешь, где находятся всякие интересности, никогда просто так на них не наткнешься. Одна из основных фишек дороги, что она постоянно подкидывает тебе какие-то сюрпризы. Какие-то скульптуры и экспозиции. Но самое главное, она делает достопримечательности из вещей, которые были давным-давно заброшены. Если бы я показал вам все, что встретил только лишь в Калифорнии, это видео получилось бы минимум на 2 часа. Я показал вам только часть калифорнийского маршрута. Остальное я желаю вам увидеть своими глазами. Впереди у нас остался последний калифорнийский город – Нидлс. Дальше уже штат Аризона. В Нидлс живет всего 5000 человек, что для города посреди пустыни очень даже немало. Вегас не в счет. Через него также протекает река Колорадо, из-за чего город местами выглядит как зеленый оазис посреди пустыни. Интересно, что название Нидлс
то есть иголки, если по-нашему, он получил из-за острых скальных вершин рядом с рекой, вот этих. Но у города есть также и народное название – «Ворота в Калифорнию». Видите реку? За рекой уже Аризона. А вот те самые скалы, из-за которых город получил свое название – Needles. И, в общем-то, получается, что для кого-то этот город – ворота в Калифорнию, но для меня этот город – ворота в Аризону. И мне реально не терпится увидеть, что Route 66 приготовил для нас там. Для тех, кто хочет больше подробностей и остановок на 66-м хайвее, залетайте ко мне в телегу. Там я выкладываю то, что осталось за кадром. И, конечно же, заходите на Boosty или Patreon, куда я выкладываю эксклюзивные остановки, не вошедшие в основной ролик. Ну и, конечно же, до встречи в следующем выпуске Route 66 Аризона! О, смотрите, солнышко заходит. Короче, сегодня у меня произошла авиакатастрофа. Вот это вот место в автомобиле я использую для того, чтобы сажать дрон, как, знаете, вертолетная площадка. Обычно это происходит вот так. И, короче, сегодня, видите, ветрено очень. И дрон начинает садиться вот так вот. Его, короче, сносит. Он садится вот так вот сюда на краюшек. И вот здесь, вот видите, у него лопасти создают подъемную силу, а здесь нет. И, короче, его закручивает, и бах-бах-бах. И, короче, вот что произошло с моим автомобилем. И, короче, главный вопрос. Есть ли среди подписчиков детейлеры?